Итак, для начала очень важно, чтобы мы знали, какого персонажа мы собираемся создать. Первое, что мы уже вроде как знаем, вытекающее из названия этого курса, это стиль. Но что именно я имею в виду, когда говорю о стилизованном, а не мультяшном? Действительно важно знать, что художественный стиль и уровень детализации также влияют на стиль анимации. Так мультяшные и чрезмерно упрощенные персонажи могут быть более снисходительными и простыми творить, поскольку они могут вести себя и оживлять странными, абсурдными способами без кажущихся разногласий. Стиль и анимация могут быть резкими и абсурдными. Это все еще полностью работает, так как это так далеко от реальности, что это легче сойдет с рук, если не быть реалистичным. Чрезмерно реалистичные персонажи, с другой стороны, требуют повышенного внимания к деталям и анатомической точности, и я знаю, что кадры на заднем плане — это тоже живое действие. Но все элементы компьютерной графики все равно должны вписываться. И если у тебя есть персонажи CG, которые должны быть реалистичными, тогда еще более важно, чтобы они хорошо сочетались со всем остальным. Если это не будет полностью реалистично, возникнет ощущение сверхъестественной долины. Жуткая долина — это в основном, когда что-то кажется реальным, но небольшие различия в деталях или в движении делают это жутким и чужеродным. Подумай об андроидах, которые выглядят и говорят так, как будто они кажутся реальными, но как только они действительно начинают двигать своими лицами, ты сразу замечаешь, что что-то не так, и это кажется действительно тревожным. Если тебя больше интересует эта тема, я могу порекомендовать посмотреть выступление амазонки Тати под названием «Иллюзия анимации», которую он дал на конференции Blender. Он дает более подробное объяснение общего мысленного эксперимента, как управлять различными стилями от действительно мультяшного до слишком абстрактного или реалистичного стиля. Я добавил ссылку в описание, так что проверь это, если тебе интересно. Но моя цель для этого персонажа — показать тебе, как найти золотую середину. Чтобы создать стилизованного, но правдоподобного и приземленного персонажа, помимо общего стиля, нам также нужно выяснить, каким должен быть сам персонаж. Таких простых вопросов, как этническая принадлежность, пол, возраст, период времени, род занятий, отношения. Ты можешь просто сойти с ума от этого. Но чтобы привести пример, это в основном то, что я придумал для персонажа Дождя. Так что она, очевидно, чернокожая женщина, молодая взрослая, примерно в 43 года, но я намеренно оставил род занятий и отношения двусмысленными. Это в основном позволяет ей попадать во множество различных сценариев. В данном случае это было очень важно, поскольку персонаж Рейн будет доступен и активно использоваться в предстоящем курсе анимации. Но для твоего персонажа я бы посоветовал тебе сделать их гораздо более четкими, что сделает их еще более интересными. Если у вас уже есть какое-то предопределенное эмоциональное состояние и просто в общих чертах, каким должен быть персонаж. Но даже если я говорю «сходите с ума», попробуйте создать что-то, что действительно может двигаться. Для этого мы должны установить некоторые здоровые ограничения. Так, например, с моим персонажем позаботился о том, чтобы персонажа было легче рисовать и анимировать, выбрав относительно облегающую одежду, которая не будет нуждаться в моделировании или просто дополнительной оснастке. Я тоже решил пойти на сетчатые волосы. Таким образом, все волосы полностью смоделированы вместо использования частиц волос, и в целом с этим просто легче справиться с точки зрения анимации, а также рендеринга. Персонаж очень оптимизирован для отображения старого порта. Так, то, что ты видишь, в основном то, что ты получаешь, то, что будет отображаться в окне просмотра. Либо в Viewport Trading, либо даже в EV, будет точно представлять конечный результат в циклах. Тоже рано решил пойти с конским хвостом, который является хорошим примером создания простой последующей анимации для курса анимации. Но опять же, ты можешь выбрать совершенно другую прическу и добавить к ней гораздо больше деталей, особенно если ты не планируешь анимировать персонажа. Если это должно быть только для одной позы, это значительно облегчит твою работу по определению того, в чем заключаются твои ограничения. Также решил сохранить все материалы и текстуры довольно простыми и стилизованными, чтобы соответствовать модели персонажа и затенению порта просмотра, так что между ними нет резкой разницы. Все это было запланировано на ранней стадии, чтобы сохранить общую направленность, но дело не только в ограничениях на анимацию и такелаж.
Если ты планируешь добавить горящую броню, покрытие звучит здорово, но если конечности не могут даже немного пошевелиться, потому что покрытие просто странным образом покрывает все суставы. Если ты не можешь изобразить огонь, или если есть какие-то другие ограничения на то, как сделать так, чтобы огонь выглядел хорошо в очереди, и это слишком сложно или дорого, тогда, может быть, добавим еще несколько компромиссов. Может быть, выбери что-нибудь более простое, но как только у тебя в голове появится план, пора переходить к следующей задаче, которая заключается в том, чтобы провести небольшое исследование.